Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня видео про вот эту красавицу. Не знаю, узнали вы ее или не узнали. Она теперь у меня вот так вот висит. Понимаете? Еще сутки не прошли. Не знаю, что она мне на это скажет. Вот ее ус. Пока еще живой. Дело в том, что я вчера здесь решила немножко пополивать. И ундулата у меня была прицеплена вот за верхний там, за верхнюю полочку, за крепление. Она сама туда полезла. И, в общем-то, я тронула Хою, и она у меня свалилась. Свалилась со всем своим добром, со всем своим вот этим вот красивым цветением. Свалилась мне на голову. Часть бутонов покинула чат. Я, конечно, расстроилась. Бутоны у нее невероятно красивые. Покупала я ее как ундулата Long Leaves. Но судя по вот этим новеньким листикам, не такой уж он и лонг. Но она бывает, растит листик большого размера, а потом бывает, что мельчит. В общем-то, я, набравшись смелости и наглости, вот еще один узел. Вот он, видите, парит в воздухе этот узел. Я уже ничего не трогаю, потому что она на меня обижена. А я знаю, если ундулату тронуть, то потом не оберешься проблем. В общем, я наблюдаю, ребята, за ее поведением. Конечно же, я думаю, мое такое неаккуратное поведение отразится на ее цветении. Ну, посмотрим, посмотрим, будем с вами наблюдать. Это уже не первое цветение на этом цветоносе. Он у меня, кстати, пока единственный, но совсем недавно был еще один цветонос, который она чего-то вдруг отсушила. Она растет по такому принципу, знаете, как мы называем, капуста. У основания выдает энное количество листиков, потом стреляет ус, и уже на усике она дает узел либо с двумя листочками, либо с одним. Я бы вам с удовольствием ее повертела, но давайте вот так подойдем к этому вопросу вот так. Немного она у меня загорает под лампами. Лампы не мощные, 18 ватт, обычный светильник, диод. Ну, в общем, как-то так. Я вчера прям, девочки, на свой страх и риск захватила ее вот этот ус. Я его распутывала, вы не представляете, какое количество времени, аккуратно старалась, потому что этот ус был полностью вот запутан за вот этого красавца Гунунгадинг, который имеет вот такой красивый загоревший лист. Это с окна солнышко попадает и вот так загорает в утренние часы. Здесь еще был небольшой казус вот с этим усом, который вон туда я закинула наверх. Видите, вот он сначала, когда-то я его тронула, вот он так отреагировал, потом дал ответвление и пошел дальше. Это ачих, который вот стоит здесь и листья на своей ветке, на усике своем растить не собирается. Чем меня, конечно же, пока держит в напряжении, но я понимаю, что нужно подождать, и все будет хорошо. Так, кстати, каудата моя оранж, або голд. И девочки мне еще там какой-то третий вариант написали. Говорят, Аня, у вас это не голд и не оранж, а какая-то голд ачих. Девочки, я не знаю. Это что-то новое появилось? Название какое-то новое появилось. Сейчас все любят лепить этот ачих ко всему подряд. Ну, я не знаю. У меня-то она давненько. И она, кстати, вот туда ушла наверх. И вот ее лист на фаленопсисе, кто помнит. И она вот там все идет, идет, ой, девочки, идет, идет, идет все выше. И я, кстати, думала, что не будет листочка, но там где-то вот есть еще, не видно, да?
Там, короче, а вон, видите, за бутылкой маленький вон там листочек. Так что она молодец, растет. Короче, что я вам, какой мой месседж? В общем, я тронула ундулату. Я, в общем-то, сделала это, и я вмешалась в личную жизнь ундулаты. Я понимаю, что этого делать не стоит. Вот такой красивый у нее узел. Но мне пришлось. И теперь я жду ответку, так сказать. На этом узле появился, надеюсь, что новый лист. Долго его не было. Здравствуйте. Здравствуйте, вы появились. Так, и вот я вот это все добро туда закинула. Здесь я просто притулила. Финлайсони ее подружески обняла и держит. О, девочки. Я даже как бы готова к тому, что она сбросит это свое великолепное класснючее цветение, но я не хочу, чтобы она начала сушить ус. Но если она, у нее же там на кончике что-то тоже есть. Да? Не знаю, что-то есть. В общем, если она его отсушит, я уже себе думаю, начнет сушить, то я срежу эти узлы. Вот этот узел срежу с 2 листьями, ну и, возможно, этот срежу с 1 листом. Не знаю, может быть, вот до сюда. Ну, не знаю, девочки, как интенсивно она начнет действовать. Слушайте, ну обратная сторона ундулаты моей вот такая красивая. Посмотрите, вот такая яркая. Я вам сегодня обратную сторону показываю ундулаты. В общем, ребята, что скажете? Ваши ставки. Ну, буду под съемочку делать. Это вот вечером, сейчас обед, вечером будет сутки после нашего трамбла. Посмотрим, как она отреагирует быстро. Потому что вы все знаете, только ее тронь, а я этот ус, ну, просто в разные стороны крутила, вертела. Сначала я попыталась его накрутить на эту опору. Из этого ничего не вышло. В процессе накручивания утерян был 1 бутон. Сначала в процессе доставания 1 бутон отпал. Доставание ее оттуда, с верхнего уровня. А потом в процессе накручивания отвалился 2 бутон, несмотря на то, что я очень старалась. Покажи свой листик, а? Покажи свой листик. Короче говоря, не трогай меня, не подходи ко мне, не касайся меня. Короче говоря, это вот. Я поняла, что все, я прекращаю вот эти все накручивания, потому что когда я накрутила, листья, бутоны торчали наверх, то есть вот эта вот часть, вот здесь вот торчали бутоны наверх. Думаю, ну это 100% ей не понравится. И мне пришла идея оставить ее на ее же месте и накинуть ее на мою фитостену. Думаю, хай в обществе обоваты там побудет. Может, не так разозлиться. Короче, девочки. Но главное, что я хуй полила, понимаете? Но это вообще. Тут, кстати, обнаружила, я вам уже показывала, новый рост у калимантан, калистофилы. Ну, что-то он как-то не очень. И новые листики вон у нее. Она тоже бывает, начинает растить лист и скидывает. Такая вот. И, кстати, бутоны скинула чего-то. Но она цвела много раз, но вот скинула бутоны. Что-то ей не понравилось, что-то не так. В общем, девочки, репортаж вам про свою ундулату вам говорю. Я знаю, там девчонки сейчас покупают сильвер, ундулата, да? Сильвер, там полностью сильвер такой лист. Ну, я не знаю, я тут с одной не справляюсь. Постоянно с ней имею отношения. Так, кстати, у меня здесь корзинка уже. Девочки, у меня притенение такое незатейливое, на скотче. Была на нашем местном рынке, думаю, ну что придумать. Есть разные варианты, но я в остатках у продавцов нашла за 90 гривен такой хороший кусок вот такой вот короткой тюли, которая вот как, знаете, как у бабушек вот это вот продевается на веревочку и так собирается. Но я на скотч думаю так. На летние месяцы нормально. Так, кстати, вот я вам показывала, что там у нас собирается цвести красота.
И вот она уже цветет вовсю. Абавата. Вариегата сплэш. А они вовсю, она только открывается. Значит, сегодня будет ароматить. Такая у нее симпатичная корзинка. Красотка. Ох уж она красивая, конечно. Такая ягодная дамочка. Дамочка, люблю, когда она цветет. И люблю ее красивые листики. Особенно те, которые вот такие вот круглые, правильной формы. Так, и вчера вечерком у меня была перевалка моей, я вам рассказывала. Я большое растение пристроила. Девчонки у меня забрали, продала. И думала, что все, выведу из коллекции свою Australis Лиза. Ну нет. Я все же себе оставила черенок. И он был вчера еще в маленьком стаканчике таком 30-миллилитровом. Там полным-полно было корней. И я вот перевалочкой вчера пересадила в больший стаканчик. Там у нее новый ростик. И вот здесь сверху тоже ростик. В общем, надеюсь, что она в зелень не уйдет. А она умеет уходить в зелень. Такая дамочка. Красавица. Она у меня здесь же и росла на этом месте. Ей очень нравится именно этой хвои здесь на притененном южном окне. Так, и что там у меня еще? Я вчера много посадила черенков. И вот здесь у меня, по-моему, это... А чей же это? Я вот, девочки, честно вам скажу, это просто черенок без листьев, но с корешками. То ли это Финлайсони, по-моему, то ли это Ачех. Не помню кто. Не знаю. Короче, выйдет лист, все будет понятно. То, что у меня от Ачеха был такой... Не, наверное, не Ачех. Ачех у меня не цвел. Значит, это Финлайсони. Все. Все понятно. Теперь все ясно. В общем, вот так вот и живем. Да, у меня только цветет постоянно вот этот красавец, который дал вот такой огромный ус, и поэтому я вам его не покажу. Но вот его очередная попытка зацвести. Но он цветет. Он у меня постоянно цветет. Так, все, девочки, ждем, что нам скажет наша ундулата. Ну просто вот интересно. Ой, если бы я вам вчера засняла, что я тут с ней вытворяла, это просто. Вы бы сказали, что Аня, прогноз будет плохой. Потому что я так мотыляла, я, честно говоря, боялась, что я в каком-то месте этот ус у нее сломаю нечаянно. Но он вроде как гнется. Ну вот у меня было такое ощущение, что где-то все же, я так его просмотрела, в принципе, нигде молочко не выступило. Я очень переживала. Девчата у меня ее просили, а я все говорю, да нет, мы еще растем, мы еще цветем. Обычно я смотрю, что мало кто оставляет вот там плети большие, ундулат. В основном у всех там стоит капусточка, вышел ус, обрастили листиками, чик-чик-чик-чик, поречеренковали, все. Но у меня вот так на данный момент. Мне всегда хочется увидеть потенциал растения. Вот такая у меня проблема. Хочу увидеть, на что оно способно. А они способны, ого-го. Вон там, видите, в углу красавчик огромный. Ну, растет. Цвел пару раз, но не так. Это мой красавец, нравится он мне. Подси Сплэш. Непопулярная хуя в нынешние времена, но мне она очень нравится. Вот эта красавица. Тоже вчера мне на голову чуть не упала, девочки, она уже отцветает. Я вам показывала ее цветение. Вчера на том цветоносе, вот на этом, цветочки осыпались. Здесь еще пока держатся. Ну все, она их закрывает. Завтра начнут уже, даже сегодня начнут уже обсыпаться. Уже не пахнет. Пахло буквально там дня 2-3. Так, разросся у меня вот этот красавчик наконец-то. Манипуренсис фила. И, кстати, девочки, я один раз попробовала его укоренить. Срезик один. Срезала 2 листика.
У меня сгнил в грунте в теплице. Напишите, кто, у кого есть фила, как вы, ну вообще вот, как вы его укореняете. Ну каким-то же образом я его укоренила, он мне приехал, главное вас спрашиваю, он же мне приехал палочкой 2 листика, и я его смогла укоренить. А когда я попробовала укоренить его, вот уже срезавший сама, у меня не вышло. Ну это надо несколько попыток. Сейчас даже не хочу резать, потому что он в росте. Вот здесь вот я срезала, видите, штурпачок, и он пошел дальше. Такой красавчик. Видела у девочек на солнце такие загоревшие, такие красивые филы. Не знаю, мне фила нравится. Классный. Так, девочки, все, иду пить чай, потому что запланировала чаепитие. Что-то у меня сегодня какое-то это, от вот этого всего происшествия у меня головокружение. Пойду подниму свой тонус каким-нибудь вкусным чаем. О, воды налила. То есть, сука, Анна. Надеюсь, не сгниют, то я могу ливануть. У нее как раз корни идут. Я могу ливануть. Надо уже пересаживать. Уже корней полным-полно новых. Такие, девочки, дела. У кого есть фила? Ой, я вам еще покажу вот этих красавчиков и скажу вам пока. Вот это же моя здесь стоит практически без света. Сабах 900, Сабах ЕПС 961, по-моему. Слушайте, ну красавица. Смотрите, какой она. Вот это вот, как я люблю. Разрешаю идти куда хочет. Вот я тут сделала, прихватила усик, пока он был коротенький. Надо было повыше сюда. Короче говоря, вот у нее тут такие листья растут. Смотрите. Вот уже по второму, девочки, я вам показывала по одному, вот уже по второму. И вот здесь уже какой большой. Помните, мы с вами смотрели, он такой был маленький, шоколадный. И туда пошла, там где-то она спряталась, в общем, классная. Я думаю, когда... ой, еще 2 листика нашла я. Смотрите, еще 2 листика. Я думаю, она когда вот там нарастит листьев, я сейчас пока не трогаю, я ее вот, конечно же, крутану на опору. Она будет красивая. Ой, лист у нее замечательный. Будет красивая и интересная. Ну, кто-то из вас захочет, тоже поделюсь. Так, все, всех обнимаю. Шлю вам долларный привет. Горячий. Кстати, на него слегка попадает солнечное утреннее солнышко. Неправильно я сказала. Ласковое утреннее солнышко. И смотрите, как она поджарила его. Обалдеть. Хоть вообще его прячь. А ну листья, которые отвернуты от солнца. У него опорой служит стена. Вот такие они. Да, вот те листья, на которые все-таки солнышко попадает. Ой, господи. Они, конечно же, румянятся. И не очень это красиво. Ну, как бы на любителя. Я бы так сказала. Вот здесь какой-то мощный ожог с прошлого года от солнца, видите? Вот так вот. Так, моя что-то, слушайте, захворала. Захворала. Я ее и захворала. Суматра. Насчет, я вам показывала, что моя нефувоенсис. Вот в этих горшках каудата подобные дамы заливаются. Я залила в таком горшке. Фитиль мощный, надо менять. Он сильно качает хорошо воду. Для хой это плохо, постоянно болото стоит. Сейчас поливаю без оставления воды внизу. Короче, моя флагеллата погибла, скончалась. Но я успела срезать черенок. Вчера его поставила на укоренение уже в грунт. Так что, думаю, флагеллату я спасу. А Суматра, вот этот лист нормальный вроде. Хотя нет, видите, тоже. Все, мне кажется, она тоже. Кажется мне, что я ее залила. Да, тут уже спасать нечего. Да. Мне кажется, если я чикну... Видите, вот морщинится как лист. Если я чикну, то... Там корней уже нет. В общем, надо с ней сегодня разобраться. Срезать пару черенков. Я чикну и посмотрю, есть ли млечный сок или нет. Жалко.
Это ж надо было. Это было похолодание, нет уже, ну, уже давно нет отопления, ж, естественно, и похолодание, а я как раз полила, так мощно полила. А хотя я ориентировалась на то время, когда было у меня тепло. Боже, какой ты красивый. Какой красивый. Когда было тепло, жарко, она пересыхала очень быстро. И я ж воды подливаю, подливаю. И вот один лист тут уже отлетел, и вот они все, короче. Так вот, Кэрри я тоже практически не поливаю, очень, ну, так редко. Потому что она в листьях, она а-ля суккулент, в листьях держит такие листочки, влагу, и я боюсь ее залить. Так, девочки, от жорки надо снять уже вот это вот. Мой картон спрятан от жорки еще с младенчества его. Так я и не убираю эту баррикаду, чтобы он в землю нос не сувал. Но он уже потерял интерес к растениям. Девочки, ну вот, вроде бы все на месте. Я каждый день бегаю, смотрю, бдю. Так, бутоны на месте. На-на-на. Они зреют. Уже такие, видите, кругленькие. Так, ну самое главное у нас что? Правильно, ус. Ус вроде пока не сохнет. Ой, девочки, это невероятно. Это невероятно. Пока тьфу-тьфу-тьфу за 4 дня ничего плохого не случилось. Так, подрос ли листик за 4 дня? Ну, может, ну, наверное, да. Скорее да, чем нет. Так, и что у меня здесь новенького? Я так бегло просмотрела. Калистофила продолжает растить свой усик, потому что я хочу ее вот в эту сторону направить тоже. И я где-то здесь видела цветение. Оно что, уже падает? Господи, я вечно не успеваю, девчата. Это знаете кто? Это каудата, которая просто сильвер. Каудата сильвер. У нее белый такой цветочек с ягодной серединкой. Что-то там, половина цветочков есть. Так, а кто здесь у меня ко мне заглядывает прям в объектив? Это букет от красавца Клеменсиорума. Девочки, он так не быстро растит, бутончики, но растит. Как-то он что-то у меня, знаете, как-то вот занялся бутонами, вот такой весь цветун. А я говорю, как бы листья жду. Ну, листья, скорее всего, будут вот уже, вот там новый, видите, побег. Этот побег убежал. Главное, чтобы он тоже не надавал бутонов и не начал тоже мне цвести. Так, пока я тут рассматриваю этого красавца, я увидела там еще одну корзинку. Сейчас, девчата, ребята, тут есть еще одна корзинка у каудаты. Она уже доцветает. Вот она еще одна. Красота. Так, в общем-то, есть на что поглядеть. Здесь у этой же каудаты только формируется цветение. Ну, вот такие бутоны. Так. И что я вам хотела сказать? Новые листики здесь. И что-то здесь еще. Ух ты! Манипуренсис фила. Это что такое? Я не знаю. Девочки, он что, цвести собрался? Мы с вами увидим, как цветет манипуренсис фила. Это вот манипуренсис, который варигатный. Да? Ничего себе. Это что, бутоны? Ну, явно не похоже это на ростики. Девочки, он зацветет? Неужели? Я его так долго адаптировала, я с ним так носилась. И он решил меня вознаградить. А вот лист пожелтел. Видите? Вот он так ни с того ни с сего раз и какой-то
финт ушами сделает. Ну ладно. Ну ладно. Так, это прекрасная ветка от Ачиха. То, смотрите, замирает, потом будет почку, пошла дальше. Опять что-то ей не понравилось. Засушила, пошла дальше. Ну, капец. Я говорю, листья давай. Вот же есть узелки. Ну, эти узлы. Междоузлы или как? Узлы. С которых должны быть листья. Которых пока нет. Ну, ладно, подождем. Подождем. Так, что тут у нас еще красивенького происходит? Так, значит, дружим мы здесь, дружим. Ундулата с обоватой. Дружим. И собираемся цвести прям под потолком. Вот так вот. Надо паутину уже погонять. Ну и цветем мы вот здесь. Уже давненько. Уже давненько, и скоро будем уже обсыпаться. Ну, как тебе показать? Вот так тебя покажу. Вот. Какая красота. Видите? Смотрите. Обоваты все одинаково цветут. И которая варигата, и которая просто обовата, и альба-маргинатная. В общем, если кто из-за цветения, а не листьев ради, то можно брать любую, адаптировать, и будет вам цветение. Листики у нее классные. Но здесь, ребята, ждем с этих вишней. У меня внизу тут отряд целый. Красавица-шоколадочка Гунун Гадинг. Кстати, тоже, смотрите, будет цвести. Но что-то ей там уже не нравится, некоторые бутоны скидывает. Так, моя Кэрри, красотка, Silver Dollar. Вы не хотите зацвесть? Ну, может, не хочет, потому что здесь ему мало солнца, мало света. Ну и вот эта красота, я вам показывала, все растит, растит. Вот уже какой огромный лист. Растит свои красивые листики. Это сабах. Радует меня полинейра. Брогет. Вот смотрите, одно направление роста. Второе. И с той стороны вот еще третье. То есть мы начинаем куститься. Если бы так себя вела альба-маргинатная, то цены бы ей не было. Так, мне надо Леночке срезать вот эту красоту, она просила. Найду ей тут череночек. Это моя тоже красавица. Отцвела, успокоилась. Сейчас загорает, вся такая ха-ха-ха. Буртоне. Ну, все у нее более или менее все в порядке. Но вот видите, какой у нее загар. Она аж прям алая. Нравится она мне в таком исполнении. Так, надо поснимать с орхидей цветочки, которые уже отцвели. Да, орхидеи надо будет приводить в порядок. Обрастает листьями вот эта красавица. Только что-то я вижу. Я думаю, вот это открытое окно. Сейчас прохладно. И очень часто бывает так, что от холодного воздуха возникают всякие на листьях. Это еще растущий лист. Это еще одна влюбленная Хоя, которая делится своей любовью и растит вот такую вот красоту. Еще мягкие листики, потому что они еще молоденькие. Еще растут. Эти вообще мягенькие. Может, полить надо, Аня? Девочки. Да не. Вроде политые. Вообще надо аккуратно с поливом, потому что можно... желтый лист у пирата Пикота. Но он его еще не до конца съел. Короче, можно залить в холодное время года. Так, кто у меня здесь еще? Кагаяненсис. Кагаяненсис. Тут у меня растет вот так вот усы в разные стороны.
Очень интересная такая, девочки. Очень интересная хоя, нежная. Мне кажется, если ее подальше от окна убрать, то она будет немножечко потемнее. Пить хочет, скорее всего. Надо ее попоить. Так, и здесь я вам показывала вот такую красоту. Или еще не показывала? Наверное, показывала. Но это не хоя. Это бандопсис. Так, здесь у меня что творит моя лакуноза. Лакуноза Бруно. Смотрите, как она уцепилась за чужую держатель. Это держатель хои Новохост. Новохост там что-то загорает, хотя и притенение есть. Наверное, не сильно качественное притенение. Ну, в общем, хорошо пошла вот эта хоечка. Вот эта лакуноза мне понравилась. И вы знаете, наконец-то перестала меня мучить моя лакуноза, которая варигатная. Вот смотрите, какая вот разница между варигатными лакунозами. Вот варигатная и Бруно. Бруно, у нее лист такой весь, видите, крученный. Варигатность похожая, только форма листа другая. Наконец-то начнем расти. Так, и вот этот мой товарищ Белла. Наконец-то тоже Льюис Буис там что-то вот пытается изобразить. Ну, а здесь я вам часто показываю эту великолепную каудату, которая Арген. Она так у меня пошла. И вот она туда куда-то ушла. Девочки, еще даже не черенковала, ничего. Она вот на эту висюльку от шторы прицепилась сама там себе живет своей жизнью. Но пока она не дает мне по второму листу. Вот здесь вот 2 листа есть, а вот здесь везде по одному листику. Возможно, может дать с обратной стороны цветонос. Такое бывает. Интересная тоже такая хоечка. Видите, классная. Видела каудату варигатную. Ой, она стоит, конечно, ужас скольких денег. Ну, дорогая еще хоя. Это тоже еще не бюджетная, но все уже подешевле уже можно найти. Ой, а тут у меня, знаете, какая хоя растет среди орхидей? Фунги, по-моему, так ее звать. Смотрите, как она понеслась. Понеслась вот туда. И там цветонос у нее. Но пока она не растит бутоны, я говорю, уже угомонись, пожалуйста. Угомонись. Видите, цветоносы дает в том уровне повыше. Потому что там, где пониже, света мало, цветоносов нет. Но листики красивые. Так что такие дела, девчонки и мальчишки. Хуечная наша история продолжается. О, помните, я вам показывала, Светлана потеряла лист. Он, кстати, здесь. Я его воткнула в перлит, но я же понимаю, что там из этого ничего не будет. Но самое интересное, что он уже столько времени стоит. Ну, недели 2. Красавец. В перлите влажном. Ну, естественно, там нету черенка. Я же понимаю, что ничего с этого не выйдет. Но мне надо вот попробовать. Такой классный лист. Не вянет. Стоит как живой гербарий. Как бы демонстрация того, чего может хоя Светлана. Какая она может быть красивая. И вот, наконец-то, она мне... Она, короче, упала у меня. Сейчас я ее утяжелила горшком. Упала и сломался листик. Жалко. Вот здесь он был. Ну, вот здесь, вот видите, новый лист. И не знаю, что здесь. Цветонос, что ли, она затеяла. Ни разу не цвела. Может, будет цвести. Посмотрим. Ну и вот любимая хоя Pot of Gold, латифолия. Раньше макрофила, теперь латифолия. Вроде как пошла в рост. После черенкования очень на меня обиделась. И собак Бьюти грозится в очередной раз
процвести. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра, всем всего самого наилучшего. Ну и триколор тут разошлась. Кто хочет череночек триколор, поделюсь. Пишите на фейсбуке Анна Ярощук. Так, ну как там наша подопечная, которую немного обидели? Девочки, вроде ничего. Бутоны не скидывает, цветочки раскрывает. Вот пока 3 бутона открыла, а 3 бутона еще целые. Не расщелкнулись орешки. Такая прелесть. Так, все, тьфу-тьфу, нормально. Надеюсь, что ее состояние не ухудшится. Усик вроде бы тоже пока не активный, но не засушила. На этом спасибо. И на этом спасибо. Видите, вот не сильно большая пара листьев. По сравнению даже вот с этим листиком он побольше. Здесь листики тоже покрупнее. Здесь у основания тоже листики покрупнее. Но я думаю, что скорее всего, что они еще в росте. Возможно. Хотя они уже плотные достаточно. Такая вот красота. Кто любит ундулаты, ставьте лайкосик. Меня спрашивали по поводу их аромата. Ну, девочки, я уже не вспомню. По-моему, такой нежный, тонкий аромат присутствует, но в вечернее время. Сегодня вечером обязательно прислушаюсь к этому аромату. Слушайте, ну цветок невероятный. Ундулаты. Вот это орхидея, вот это именно хуя, которую хочется прощать за всякие ее капризы из-за такого красивого цветения. Великолепная. Бегу, совсем забыла за этими всеми делами домашними и заботами, что у меня ж тут это самое ундулата цветет. Каудат. Ундулата цветет, девочки. Уже ж раскрыла все бутоны. Красавица, вот она ундулата. Фух, так, ну что, все нормально, да? Все нормально, наш усик жив-здоров. Листочки на месте, все пересчитали, цветочки все на месте, бутончики какие отпали, такие отпали. В общем-то, было бы пышнее, красивее, но хотя бы так. Вот так вот. Так что всех обнимаю. Наше наблюдение на этом заканчиваю. Короче говоря, мне повезло, сказочно повезло, что она... А, кстати, где лист, девочки? Он что, отсох? А вот лист, по-моему, куда-то делся. Тут же был листик, да? Или я что-то путаю? Ну да, здесь был листик. Ага. Она его, наверное, отсушила. Все-таки она психанула, девочки. Все-таки она психанула. Ну да, здесь второй листик был. Я его теперь не вижу. Ну-ка, стойте. Что-то там. Он как усыхает, как будто. Ну, а что я хотела? Конечно, будет именно так. Хоть что-то она, хоть каким-то своим поведением она покажет, что все-таки она в курсе моих неаккуратных действий. Надеюсь, этот цветонос еще будет на ней, потому что это уже не первое цветение, или третье, или четвертое. Так, а что здесь? На этом узелке тишина. Так, а здесь? Здесь тоже тишина. А что тут? Там непонятно. Но, скорее всего, что ус она будет продолжать. В общем, все, девочки, у нас уже поздний вечер сегодня. Насчет аромата я так и не уловила ее аромат.
Сейчас я воткнусь носом и вам расскажу. Так, я вам скажу, что она пахнет специями. Такими. Ой, вкусно. Такими интересными специями. Ну, даже не знаю, какими. Но мне вот обоняние подсказывает, что это все-таки специи. Но какие, я понять не могу. Какие-то заморские. И немножко, так знаете, как чуть-чуть огурчиком. Но это очень вкусно. Очень вкусно и интересно. Все, всех обняла. Пока-пока.